Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, хочет ли загаданный человек встречи с вами. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу, выбирайте свой вариант или все 3, загадывайте 3 молодых людей. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, хочет ли он встречи с вами. Хочет ли он встречи с вами? Честно говоря, он в каком-то унынии, в какой-то апатии. Четверка кубков – это такое состояние, когда человеку ничего не хочется. Причем у него даже есть возможность увидеться, а он прям, вот знаете, и то не хочу, и это не хочу. Судя по всему, занят какими-то такими либо серьезными делами, либо же по справедливости. Здесь кто-то из вас, если не свободен, либо же отношения, в которых нужно соблюдать субординацию и осторожность, в таком случае он не видит смысла для встречи с вами. Он наблюдает и старается не вызвать подозрения у окружающих. Такая ситуация, когда он просто, знаете, вот четверка кубков – это еще такие обстоятельства, когда человек то, что может себе позволить, он не хочет, а то, что хочет, он не может себе позволить, поэтому здесь несостыковка желаемого и действительного. Что вообще в голове у человека? Почему же такое у него настроение? Король Пентаклей. Ну да, совершенно верно. Здесь либо же вы при другом мужчине, либо же он является пентаклевым королем, мужем, отцом другой женщины, либо же может быть начальником. И здесь нужно соблюдать вот эти вот рамки приличия. Шестерка мечей старается, знаете, старается уходить от проблем, которые он может навлечь на себя, на вас, пойдя на ту самую встречу с вами. Совершенно верно. Десятка пентаклей здесь карта семьи. Для тех, у кого семьи не актуальны, десятка пентаклей может еще отыгрываться, как, знаете, коллектив, да, близкие друзья, которые могут что-то сказать, что-то подумать, либо же работа, в которой он не должен нарушать определенные рамки. Но, честно говоря, у него есть к вам чувства. Рыцарь кубков – это мужчина романтичный. Здесь есть на самом деле эмоции. Давайте чувства к вам посмотрим. Какие чувства он испытывает. Он очень вас хочет. Вот он, знаете, карта дьявол – это карта эмоциональной зависимости. Он по вам скучает, когда долго не видит. Он вас желает вот именно как женщину, здесь сильная страсть. Он вас ревнует. Он от вас эмоционально зависим очень сильно. Здесь безумная просто страсть. Туз жезлов, вторая чакра, именно та, что ниже пояса, она у него работает очень-очень активно в направлении вас, в отношении вас. На самом деле очень тепло к вам относится. Карта солнышко. Здесь не только страсть, не только похоть, а очень теплые, добрые эмоции, которые идут от сердца. И вы знаете, на самом деле ему нравится то, что между вами происходит. И вот здесь такая ситуация, когда, по сути, вот какое-то дружеское проявление, которое не повлечет за собой неприятности, он может себе позволить, но ему, конечно, хотелось бы большего. И нужно сказать, что он уповает на то будущее, знаете, какое? Вот тройка жезлов – это как открытые дороги, да, возможность видеться, возможность соприкасаться, возможность взаимодействовать, но он боится, он здесь слишком осторожен по той причине, чтобы не быть замеченным, чтобы не нарушить рамки границы и не попасть в неприятную ситуацию. Да, императрица. Но императрица, она, опять же, повторюсь, символизирует либо же вас в статусе чужой супруги, чужой спутницы, либо же его собственную супругу, его собственную избранницу, которая для него представляет такое немалое значение. И поэтому он должен справиться со своими эмоциями. Карта сила – это умение укротить в первую очередь своего внутреннего зверя, да, то есть
укротить свою страсть, свою похоть, свой вот этот вот пыл. И он понимает, что если он справится со своими эмоциями, он будет победителем. Он так или иначе сумеет предстать перед вами в таком очень презентабельном свете, да, такой молодец, где-то он герой, где-то он заботливый, где-то он отважный. И ему важно, посмотрите, 7 жезлов, да, выстроить границы таким образом, чтобы не пострадало то, что изначально для него дорого. Окружение важно, границы важны, ему успех важен, понимаете? Ему важно быть победителем, ему важно сохранить свою репутацию, ему важно обойти вот эти вот неприятности и сохранить стабильность. Он не из тех, кто, потеряв голову, готов потерять абсолютно все. Нет. Он старается держать себя в руках, держать в руках свои чувства, свои эмоции для того, чтобы не жертвовать теми благами, которые у него уже есть. И нужно сказать, что каждый день в его душе, в его сердце идет непростая борьба. Борется разум и чувства. И побеждает здесь, конечно же, разум. Но нет-нет, да и да. Нет-нет, да и позволяет он себе какие-то такие вот мысли, которые связаны либо с воспоминаниями о том, что между вами когда-то было, либо о каких-то мечтах, которые, возможно, еще и осуществятся и воплотятся в жизнь. Вот такая ситуация у нас у первого варианта. Благодарю единичек за просмотр. Идем ко второй позиции. Хочет ли он встречи с вами? Двоечки. Хочет ли он встречи с вами? Да, и он ждет эту встречу. Скорее всего, эта встреча состоится где-то, знаете, ну, 9 кубков — это обычно застолье. Это мероприятие такое, как, например, корпоратив, чей-то день рождения. Он ждет вот этого момента, и он знает, что у него получится предстать перед вами в самом презентабельном свете. У него получится продемонстрировать свою красоту, свой ум, свою стабильность. Здесь даже больше не про красоту, а про стабильность. Пентаклевый король, который может позаботиться, который может что-то подарить, как-то вот красиво себя проявить. И карта дьявол, опять же, здесь, знаете, здесь есть какой-то тайный у него умысел. Опять же, пентаклевый король говорит о том, что кто-то из вас может быть не свободен. У мужчины может быть статус несвободного мужчины. У мужчины может быть статус несвободного мужчины, да, несвободного человека. Либо же необходимо как-то, вот знаете, скрыть все от посторонних глаз. И он понимает, что все свои намерения в отношении вас сейчас афишировать не стоит. Стоит быть осторожным. Будет сдерживать себя. Не до конца понимает, как правильно себя вести. Да, опять же, императрица. Но здесь опять же ситуация, где либо кто-то из вас не свободен, либо он переживает о вашей и о его собственной репутации. Торопиться не будет. Будет очень осторожно себя вести, постарается рассмотреть вашу ситуацию с разных позиций. И вот эта встреча, она сама по себе может затягиваться. Если уже назначена дата того самого корпоратива, то здесь понятно, что состоится все точно в срок. Но дальнейшее развитие взаимодействия между вами, оно будет как будто бы на паузе. Он будет снова ждать какого-то мероприятия для того, чтобы снова и снова себя по отношению к вам проявить. Но как только у него появится возможность себя, собственно, проявить, о чем-то вам сообщить, он это сделает. Но сделает он это таким образом, чтобы к нему было не прикопаться. Таким образом, чтобы никто не смог его уличить в каких-то таких нелицеприятных действиях и поступках. Да, совершенно верно, двойка пентаклей. Это, знаете, вот, чтобы не цеплялись к словам, чтобы не цеплялись к его поступкам. А что вообще у него в чувствах-то к вам? Что вообще, как он в целом, в общем и целом настроен к вам?
очень боится, переживает, очень сильные чувства. Опять же, карта сила, яркие эмоции и романтика, и нежность, и страсть, просто дико. Ему хочется быть ближе к вам, ему хочется быть рядом с вами, ему мало того общения, которое между вами есть, ему мало этого взаимодействия, ему хочется больше. Ревнует сильно, ревнует дико, и порой вот эти эмоции, они ему мешают, он с ними справляется, он их подавляет, он их, знаете, вот от них просто отказывается, и ему это стоит огромных усилий. Ему это стоит действительно огромных усилий. Чувствует себя потерянным, чувствует себя разбитым, понимает, что вынужден думать головой, а не тем, что ниже пояса. Он видит ваши чувства к нему, он видит вашу заинтересованность в нем и понимает, что ни в коем случае не может вас обидеть, он не хочет вас обижать. Старается уйти от проблем, живет воспоминаниями. Потому что важна для него, ну, опять же, десятка пентаклей, семья, либо коллектив, который может что-то сказать, что-то подумать. Он, знаете, в чем дело? Он встречи-то хочет, он очень ждет с вами встречи, но он понимает, что из этой встречи не получится ничего такого настоящего. Здесь либо, вот почему он очень сильно осторожничает. Здесь у каждого своя ситуация, но у большинства такой момент, когда мужчина не свободен, и он понимает, что здесь важно принять ему решение. Ни в коем случае не запятнать вашу репутацию, но в тот момент, когда он будет стоять перед выбором, а он может здесь стоять перед выбором, в отношении того, с кем ему дальше идти. Вот остаться в той семье, в которой он есть, либо же поставить точку в той семье и пойти в отношения с вами. Но это в любом случае будут серьезные отношения. И это будет полная трансформация. То есть здесь не будет такого общения, когда, вот знаете, повстречались, разбежались. Здесь он действительно готов полностью брать ответственность за все, что будет между вами происходить. Вот либо он точку ставит в надеждах на вас и остается в той семье, в которой он сейчас, либо он ставит точку там и уже берет ситуацию с вами в свои руки и делает вам серьезное предложение, потому что на самом деле он очень не хочет вас терять. И он даже готов рассматривать ту ситуацию, когда ваши отношения выходят на новый уровень, и он принимает решение о том, что быть вам вместе и идти вам дальше. Поэтому здесь вот такой действительно серьезный настрой у человека. Будет осторожничать, но как только поймет, что все, уже дальше тянуть нельзя, будет стоять перед принятием серьезного решения. Вот такие двоечки. Благодарю всех за просмотр. Идем к третьей позиции. Троечки. Хочет ли он встречи с вами? Троечки. Хочет ли он встречи с вами? Да, но здесь знаете, какое состояние? Карта умеренность. Это не то желание, когда он, знаете, вот бежит, прям из штанов выпрыгивает, встретиться срочно, насрочно, высрочно. Нет, такого нет. Карта умеренности – это карта спокойствия. Он хочет встречи, но он, во-первых, не торопится, во-вторых, он хочет, чтобы эта встреча была в таком формате, не в каком предполагаете вы, да, то есть это вы, допустим, себе загадываете где-то там при свечах или, может быть, в библиотеке, а он думает, что это там либо в кино, либо там на работе, либо еще где-то. Такое чувство, что человека вообще в его жизни все устраивает. Вот он сам по себе волк-одиночка, он сейчас в таком состоянии, когда ему хорошо одному. И ему не особо-то нужно что-то менять. То, чем вы его привлекли, это, как знаете, момент, когда вы улавливаете то, что он транслирует, да, то есть отражаете его мысли. Вы дарите ему своего рода стабильность. И вот эта стабильность, она его подкупила. Но дело в том, что он здесь человек неторопливый. Здесь он не будет спешить с принятием решений, с осуществлением каких-то там действий. Он боится, он уже был в не самых приятных отношениях, в не самых приятных ситуациях, поэтому здесь он будет взвешивать все за и против, нужна мне эта встреча или не нужна.
С одной-то стороны, он понимает, что, в принципе, его и так все устраивает, да, в том формате, в котором у вас все есть. Но, с другой стороны, где-то когда-то ему действительно хочется и заботу о вас проявить, и где-то, возможно, продвинуться несколько дальше. Но, опять же, он особо не спешит, точнее, даже абсолютно не спешит. Человек разума. Живет не чувствами, живет именно разумом, но порой его, знаете, вот одолевают такие мысли, которым он не в силах противостоять. Порой его связывают обстоятельства, потому что карта дьявола, это, знаете, такая многогранная карта, карта зависимости. Когда-то зависим от своих желаний, когда-то зависим от обстоятельств. Но все сводится к тому, что он в первую очередь думает о себе. Он думает так, как ему будет хорошо в итоге. В вас видит родственную душу. Почему к вам и тянется? Потому что, повторюсь, он уловил эти импульсы, в которых вы отражаете его вообще намерения, его мысли какие-то, его стремления. Он очень, знаете, вот тройка жезлов – это продолжение. Он уповает на то, что продолжение вашего общения в любом контексте, деловое, рабочее, дружеское, оно позволит ему четче понять и принять решение относительно чего, относительно того, чего он хочет. Он понимает, что с вами можно идти вперед, строить какие-то планы, но у него нет здесь конкретной цели вот завтра создать пару, и именно с вами. То, что вы у него в приоритете, это да. Но здесь знаете как? Ну, у кого-то обстоятельства его сдерживают, у кого-то просто вот такой жизненный принцип. Я никуда не спешу, если твое, от тебя не уйдет. Хотя на перемены он рассчитывает, он серьезно к вам относится, действительно серьезно к вам относится. Ему все сводится к тому, что ему нужно принять решение относительно того, что дальше будет с вами и вашими отношениями. И он пока, знаете, вот на том уровне, который сейчас есть между вами, его все устраивает. Здесь обязательства. Карта дьявол, восьмерка мечей. Здесь, знаете, обязательства, обстоятельства. У кого-то это работа, у кого-то это какие-то прошлые отношения, да, там бывшие жены, мужья, алименты и так далее. У кого-то это элементарно кредиты, у кого-то это контракты, да, потому что восьмерка мечей, правосудие, это действительно ограничения по различного рода документальным вопросам. Но нужно сказать, что он настроен не сидеть сложа руки, а вот рыцарь жезлов, он обычно движется вперед, он решает обычно те вопросы, те проблемы, которые в его жизни возникают и появляются. Поэтому считает на самом деле, что вы его шанс, вы его удача, и с вами выстраивать серьезные отношения можно. Но, повторюсь, он не торопится. Терять вас не хочет, терять вас не хотел бы однозначно. Но есть моменты, которые требуют решения, прежде чем он примется за вот это вот развитие взаимоотношений с вами, встречи, то, что будет после встречи, то, что будет после встречи. Поэтому ему нужно вот сначала первым делом самолеты, ну а девочки потом. Но, конечно же, встречи он хочет. Просто он здесь, ну, повторюсь, живет разумом и всегда ставит самого себя и свои вот предпочтения на первое место. Делает так, что удобно и нужно в первую очередь ему. Вот такой получился у нас с вами расклад сегодня. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.